Всем привет, Джей снова на связи. Сегодня у меня на обзоре металлокорпус Deepcool CG560. И пока мы еще с ним не познакомились, я сразу хочу уточнить один момент. В линейке корпусов Deepcool есть еще модель CG540, которая по своей сути является идентичным решением. Разница между этими корпусами только лишь в исполнении передней панели. У старшей модели ее центральная часть выполнена из пластика и имеет множественную перфорацию, а у младшей эта часть выполнена из стекла. Поэтому все, что я буду конструктивно говорить про шасси старшей модели, будет относиться и к младшей. Итак, габариты корпуса составляют длина 452, ширина 230, высота 470 мм. На верхней панели корпуса присутствует приличного размера пылевой фильтр на магнитах. Под ним находятся крупные вентиляционные отверстия и места для установки двух 120 или 140 мм вентиляторов. Поддерживается установка радиатора жидкостного охлаждения на 120, 140, 240 или 280 мм. Но сразу хочу предупредить, если у вас на материнке верхний радиатор высокий, то с установкой радиатора СЖО на 280 мм могут возникнуть различного рода нюансы, так как он вентиляторами будет впритык к радиатору материнки. Так получается из-за того, что расстояние между верхним краем материнки и верхней панелью составляет всего 35 мм, а толщина стандартного радиатора с установленным на него вентилятором составляет 52 мм. Если бы это расстояние было 60 мм, тогда бы никаких нюансов не было. У переднего края шасси корпуса расположились индикатор активности накопителя, кнопка включения, два разъема USB 3.0, которые между собой разделены комбинированным аудиоразъемом для подключения гарнитуры, и кнопка для управления подсветкой. Как я уже говорил ранее, передняя панель выполнена из пластика. Крепится на стандартных защелках, которых здесь по 3 штуки на каждой из боковых сторон. По поводу продува у меня к ней вопросов нет, так как отверстий для забора воздуха здесь предостаточно. Напомню, у модели CG540 здесь по центру стекло и нет вот этих отверстий сверху. Остальные отверстия выполнены также. Никаких проводов к передней панели не подходит, так что почистить ее впоследствии не составит труда. За панелью на шасси корпуса присутствует пылевой фильтр на магнитах, который полностью накрывает собой места для установки вентиляторов. За ним расположились три предустановленных фирменных 120 мм вентилятора DF12025-12CD с RGB подсветкой. Лопастей 7 штук, толщина рамки 25 мм. Демпферы по углам отсутствуют. Информации о подшипнике нет. Судя по показаниям контроллера, их максимальная скорость находится в районе 1100 оборотов в минуту. Коннектор питания трехпиновый, длина кабеля от рамки до коннектора 280 мм. Для последовательного соединения всех предустановленных вентиляторов и затем подключения их к материнке на один разъем, в комплекте предусмотрен вот такой 5-разъемный сплиттер. Его общая длина 1 метр, расстояние между разъемами 200 мм. Коннектор подсветки у вентиляторов проприетарный трехпиновый, длина кабеля от рамки до коннектора 380 мм. От него на расстоянии в 100 мм находится разъем, который позволит соединить такие вентиляторы последовательно. Из коробки кабели подсветки вентиляторов подключены к RGB контроллеру за поддоном материнской платы, благодаря которому и осуществляется управление кнопкой с верхней панели. В комплекте присутствует вот такой кабель-переходник, который позволит подключить подсветку вентиляторов напрямую в материнку. Его общая длина 450 мм, расстояние между этими коннекторами 100 мм. С помощью материнки поддерживается управление через Gigabyte Fusion или Asus Aura Sync и аналогичные решения других производителей. Подключается контроллер к блоку питания через разъем SATA. Длина этого кабеля 300 мм. В этот разъем подключена кнопка с верхней панели, а сюда подключаются вентиляторы через соединитель, длина которого 200 мм. Режимов подсветки у контроллера минимальное количество, и как так получилось, что он не имеет режима одноцветного статического свечения, мне непонятно. И лично для меня это неприемлемо. Честно сказать, я первый раз с таким контроллером сталкиваюсь. Так что для получения максимального количества режимов подсветки рекомендую подключать вентиляторы через кабель-переходник напрямую к материнской плате. Понятное дело, если она обладает соответствующим разъемом. Для полного отключения подсветки вентиляторов, когда они подключены от контроллера, нужно зажать кнопку LED на несколько секунд. Для включения подсветки нужно просто один раз нажать на ту же кнопку. В общем, на шасси корпуса спереди возможна установка трех 120 или двух 140 мм вентиляторов. Поддерживается установка радиатора жидкостного охлаждения на 120, 140, 240, 280 или 360 мм. Этому поспособствует расстояние от передней части шасси корпуса до начала крышки кожуха, которая здесь составляет 73 мм. На задней панели возле отверстия под заглушку для материнки имеется посадочное место под один 120 или 140 мм вентилятор. Также это место подойдет под установку радиатора СЖО на 120 или 140 мм. Производителем здесь уже предустановлен фирменный 7-лопастной 140 мм вентилятор без подсветки, модель DF014-025-12CL.
Толщина рамки 25 мм. Демпферы по углам отсутствуют. Информации о подшипнике нет. Судя по показаниям контроллера, его максимальная скорость находится в районе 900 оборотов в минуту. Коннектор питания 3-пиновый либо Molex. Длина кабеля от рамки до 3-пинового коннектора 270 мм. Расстояние между коннекторами 100 мм. 7 горизонтальных заглушек для видеокарты и периферии съемные. Все они имеют крупную перфорацию. Ниже находится окошко для установки блока питания. Закрепить блок можно только вентилятором вниз. На нижней части корпуса расположены 4 крупные пластиковые ножки с мягкими вставками. Высота ножек 20 мм, и благодаря им корпус на столе стоит цепко и не скользит. Под блоком питания вентиляционные отверстия крупные, они прикрыты небольшим съемным пылевым фильтром. Если же смотреть на вот эти крепежные элементы, то я бы сказал, что здесь должен был быть съемный фильтр на пластиковой рамке. А так как здесь он вот такой, то могу предположить, что это шасси будет использоваться не только для CG 560 или 540, но еще и для других моделей. Также здесь видны крепежные винты и крепление съемной корзины для накопителей, однако с ней мы познакомимся чуть позже. Левая боковая панель — это тонированное закаленное стекло толщиной 4 мм. Держится она на 2 винтах с накаткой. Приятно, что винты не выпадают после выкручивания, поэтому можно не переживать за их сохранность. На внутренней части панели по двум сторонам приклеены металлические направляющие, одна из которых имеет небольшой выступ для облегчения демонтажа. Переходим к внутренней части корпуса. Блок питания закрыт кожухом. На нем ближе к поддону имеется пара отверстий для кабель менеджмента. Жаль, что нет еще одного отверстия примерно вот здесь, для более удобного подключения кабелей дополнительного питания к видеокарте. Корпус может принять на борт материнки формата Mini ITX, Micro ATX, ATX и Extended ATX. Для их крепления в комплекте идут 13 стоек, 9 из которых уже вкручены на свои места, а еще 4 лежат в пакетике с дополнительным крепежом. Кстати говоря, 2 центральные стойки имеют небольшой выступ, который поможет в момент установки в корпус материнки. За счет него она не будет ерзать внутри, пока вы ее не прикрутили хотя бы к одной стойке. Комплект поставки достаточный, и приятным дополнением в нем является накидная головка для удобной установки либо снятия стоек под материнку. Отверстия для кабель менеджмента имеются в достаточном количестве, причем 2 центральных закрыты резиновыми заглушками. Вот эти 2 прорези по идее должны использоваться для кронштейна под видеокарту. Жаль, но в комплекте его нет, и это опять же намекает на то, что данное шасси будет использоваться и для других моделей корпусов от Deepcool. Как вы могли заметить, вот эти отверстия здесь нужны для крепления 2-2,5 дюймовых накопителей с обратной стороны поддона. Поэтому если у вас в системе будут такие накопители, то их здесь нужно будет закрепить еще до установки материнки. Такое размещение, по моему мнению, весьма неудачное, так как если что-то с накопителем произойдет, или его нужно будет быстро демонтировать, то как раз быстро это сделать не получится, так как придется снимать материнскую плату. Почему нельзя было сделать 2 съемные рамки с обратной стороны поддона, как это, к примеру, сделано в корпусе Deepcool CL500, или же какое-то быстросъемное крепление с той стороны, мне непонятно. Для установки видеокарты расстояние от края до края равно 395 мм. При установленных с этой стороны вентиляторах расстояние от края до их рамки уже будет 370 мм. И даже если с этой стороны будет установлен стандартный радиатор СЖО с закрепленными на нем вентиляторами, то здесь останется 343 мм, а это дает нам возможность разместить здесь любую актуальную на данный момент видеокарту. По моим замерам, кулер для процессора можно установить высотой до 180 мм включительно, что впечатляет. Для укладки кабелей между поддоном материнки и правой панелью предусмотрено в среднем 25 мм свободного пространства. Правая боковая панель ровная, небольшой выступ для облегчения демонтажа на ней присутствует. Крепится на 2 винта с накаткой, они так же как и на левой панели не выпадают после выкручивания. Толщина металла панели, а также шасси корпуса 0,8 мм. В месте установки блока питания предусмотрены 4 небольших демпфера. В таком положении корзины для накопителей имеем 240 мм пространства, чего должно хватить для установки большинства стандартных блоков питания. Корзину можно передвинуть ближе к передней панели, и тем самым вы получите уже 265 мм свободного пространства. Понятное дело, вы можете спокойно корзину отсюда убрать и уже использовать всю полученную площадь для своих нужд. Демпферов между корзиной и корпусом и между накопителем и корзиной не предусмотрено. В корзину можно установить 2 3,5 дюймовых накопителя, причем верхний можно заменить на 2,5 дюймовый. Все отверстия в корпусе либо завальцованы, либо выполнены аккуратно и без острых граней. Имеется большое количество выступов для крепления кабелей стяжками. Подводя итог, хочу сказать, что визуально мне этот корпус понравился, он в меру строгий и стильный. Внутри места достаточно, габаритные кулера и видеокарты для него не проблема. Фильтры везде, где нужно, присутствуют. С продувом здесь также все в порядке, только вентиляторы на максимальных оборотах шумноваты. Поэтому, если они у вас будут подключены к материнке, рекомендую после сборки настроить их вращение для получения акустически комфортного режима работы. Из того, что не понравилось, так это неудобное крепление SSD накопителей на поддоне и совсем простенький контроллер подсветки с минимальным количеством режимов. И хочу еще добавить про кнопку LED.
Она здесь имеет своеобразный разъем, поэтому воспользоваться ей как кнопкой перезагрузки просто так не получится. Ну а на этом у меня все. Надеюсь, было интересно и полезно. Ссылочки с актуальными ценами на данный корпус найдете в описании. Не стесняйтесь ставить лайки, делиться своим мнением в комментариях, а также оформить подписку на мой канал, если еще не подписаны. Для вас это пара кликов, а для меня и моего канала это огромная поддержка. Также подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка на него есть в шапке канала. Всем хорошего настроения, с вами как всегда был Джейсон, до скорого!